Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем игру под названием Зуба. И сегодня будем играть за Орла Стива. Да, возьмем сегодня ему новый скинчик модный. Но перед этим пройдемся, потому что нас сразу позапускали. Во-первых, запустили вот манию улучшения как раз на Стива. Мы немножко его выстанем, там чисто для дробовика возьмем урончик. Ну и парочку атрибутов тоже. Ну и рулетку джунглей тоже запустили разработчики, чтобы вы могли пооткрывать там золотые ящики, повыбивать нужные вам жетончики, да. Так-то полезнее все-таки получается. Я уже немножко там повыбивал, правда, фейс все равно качественно не получается, но почти уже 14 уровень есть. Ладненько, погнали. Да, не туда зашел. Погнали в магазинчик. В магазинчике скинчики же добавили на Стива. Не знаю, правда, сколько, но у меня добавили 2. У меня вроде как 2 и не хватает. Вот они. Тут еще всякие наборы. В общем, Стива сегодня типа день Стива, поэтому вот. Но мы возьмем вот это вот скин. Да, дорого, капец, 800 гемов. За 200 ок, за 250 ок. Но за 800... Ну... Ай, ладно, пофиг. Это скинчик, давайте возьмем. Надо делать модного Стива. Ну-ка, индейчика. Индейка Стив готов. Долго не получалось достать этот скин, потому что он был типа эксклюзивный. Ну, вы знаете, у нас в игре такая есть модная штука. Но выглядит он топово, поэтому сегодня будем играть за него. Скорее всего, он мне сейчас автоматически уже оделся. Поэтому, да, вот он, прекрасный Стив. Поэтому отправимся сразу в бои. Командные все дела. Там еще, кстати, запустили акцию, очень крутую. Сейчас, я надеюсь, вам получится ее показать. Итак, ребятки, вот эта акция вылезла. Я потыкал просто по менюшкам, и наконец-то она вылезла. В чем эта акция заключается? В том, что вы берете Стива, да, любого, неважно, скин у вас есть, нету, и делаете 200 киллов, и у вас легендарный ящик. Круто, я считаю очень, потому что там у нас еще одна акция идет, да, на 10 топ-1 подряд, и можно 2 легендарных ящика залутать. То есть, по сути, сейчас 2 акции, и суммарно 3 легендарных ящика вы можете залутать, ну, не особо напрягаясь на самом деле. Хотя я вчера понапрягался немножко и не очень успешно, но такое. 200 киллов за Стива. Ну, это сложно, конечно. Поделаем сегодня немножечко, не знаю, буду я стараться в это все или не буду. В принципе, рейтинг низкий достаточно, можно попробовать побуститься. Опять же, сандали это очень полезно на Стива. Пока что я их не использую вообще ни разу. Наверное, на таком рейтинге я их вряд ли буду использовать, поэтому можно взять что-то другое. Ну и сейчас докачаем Стива и пойдем уже в командные бои наконец-то. По поводу того, что можно взять что-то другое. Ну, наверное, будет не дефибриллятор брать, вряд ли здесь будет что-то полезное. Ботинок еще прикольная штука, дает, ну, скорость перемещения, плюс оно стакается с полетом Стива и, возможно, даст нереальные бусты, но я как бы не уверен, что я буду абузить постоянно эту штуку. В общем, такая себе по эффективности, поэтому, наверное, возьмем все-таки дефибрилляторы, будем полезными, да, для наших гениальных сокомандников. Ну, давайте, погнали качать Стива. Тут немножко, буквально парочку атрибутов возьмем, все-таки скидочка, так сказать. Конечно, не по 45 тысяч, дорогие атрибуты, но потом будет просто дешевле прокачивать все равно. Там дальше уровень 16, да, когда жетоны на Стива выпадут, все равно надо будет прокачивать, а тут уже будут как бы атрибуты прокачаны по скидочке, почему бы нет, да. Ну и вот, 30%, ради этого всего я решил это замутить. Урончик, 30, даже больше, 3700, что ли? Давайте сейчас глянем, сколько урона будет, хотя нет, это же от дробовика. Вот что-то мне кажется, что мне не покажет урон с дробовика, ну сейчас глянем. Итак, атрибута на копья нету, на лук атрибут есть. 3% скорости, как интересно. Давайте перезарядку возьмем, или 4% дальность. Да, перезарядку берем, в общем. И дробовик. Вот он, давайте урон глянем, 3000. Я не помню, что на видео было, вот честно, но там было как бы 2600 плюс 800, если я не ошибся, да? Кто-то умеет... подождите, вот. Ну вот, значит, какие цифры нам показываются, а не вот эти вот. Хотя, на самом деле, вот это более адекватно. Ну ладно, 3500 вот урончик. Обманывают разрабы как только могут. Ладно, возьмем, наверное, для дробовика... Что? Ну тут либо радиус, либо скорость. Но я что-то скорость не очень хочу, поэтому берем радиус. И отправляемся наконец-то в бои. Наша цель хотя бы 15 побед, 15 киллов золота. Я, правда, не знаю, засчитываются ли здесь киллы ботов этой акции, это очень сложно. Опять же, нету счетчика никакого, это очень большой минус, потому что ты не знаешь, как засчитывается, когда засчитывается, ботов засчитывают или не засчитывают. Ну, то есть много аспектов, которые неизвестны. Ну, кстати, вот скинчик, конечно, модный, вот это вот вот эта вот индейка на Стиве смотрится топово, я считаю. Так, а можно... Сейчас они отпрыгнут, я их словлю, смотрите. Опа, тактика. Вообще, просто лучшие. Мы, моя команда. Хамелеон с Смайлик. Капец, как же душит один бобер. Вроде бы низкий уровень,
Но вы видите, сколько урона от этого низкого уровня. Нормально, чё? Да, эти подкруточки у Зуби неприятные, конечно. Лука до сих пор нету, хотя вот. А, тут серебряный есть, тогда без разницы. Сейчас будем на пантерку залетать, которая упрыгнула. Хотя, по идее, должна была пассивка повеситься, но почему-то не повесилась. Ну, это же Зуба, да. Чё вешаться-то, а? Зато пантера сбежала красиво в инвиз. Эх, как всегда. Как всегда, все делается идеально, красиво, но так, как не надо. Ну да ладно. Вроде команда хотя бы вместе двигается. У нас даже 14 черепах. И, кстати, есть одна идейка, ребятки. Это... Она небольшая, правда. Немножечко попробовать все-таки сделать панду игральным персонажем. Но это в будущем будем пробовать. Я там думаю ему открыть что-то что-то замутить. Но посмотрим, посмотрим. О, целая аптечка, как неожиданно. Вообще, целых 2 аптечки, да. То, что нам нужно. Ну и клоунский нос. И клоунский нос, да. В принципе, ничего нового. Ну, выбора у нас особо нету, как действовать. Я, конечно, бросать черепаха не буду, потому что он 14 уровень. А можно кнопочки нажать? Это я взлетел, если что, ребят. Это я взлетел вовремя, да? Лев абузер. Кстати, можно было поставить стенку и выжить спокойно против него, но мне было то ли лень, то ли что. Ну, вас, короче. Лев здесь бегает, выделывается. Пытается резнуть, кстати, успел резнуть Луи по итогу. Но от меня он не уйдет все равно. Никс, какой же ты душный, а? Сейчас лева добьем. Пока что можно не использовать аптечку, пока что норм. А вот здесь я на всякий случай использовал, потому что я прекрасно понимаю, что аптечка может, ну, там меня могли шотнуть. О, красиво залетаем. Трипл килл. Сейчас лук залутает черепах. И, в принципе, конечно, можно отхилиться аптечкой, да, вот как я сейчас сделал. Но тут уже... Конечно. Ну вот он последний, понимаете? Ну, может, значит, не полностью последний. Потому что там еще кто-то остался. Ладно, давайте залутаемся. Конечно, это уже ничего не меняет, скорее всего. Да, их двое было. Никс и Орел. Теперь гоняться за Орлом будем полбоя. Ну, минут 5, я думаю, точно мы за ним будем гоняться, потому что это же Орел, да? Я же прилечу, он улетит. Я что, Орел, кстати, с бицухой, что ли? Что-то как-то он больше стал, не? Реально с бицухой, походу. А я не помню, в чем мне там на ролик даже было по сборке. Ну, не важно, как говорится. Видите, вот он, гений интеллекта. Ну, хотя бы умер. Вот если бы он сейчас просто, знаете, бегал бы все это время, я бы просто... Ай. Ну вот, он остался последний. Он видит, что нас 5, он видит, что он один. Что же ему делать? Наверное, надо потянуть время, да. Это самое важное, что он мог сделать. Ну, что я могу сказать? Топовый Орел. Что я, что он. А мы отправимся в следующий бой. Киллов, конечно, было вообще ни о чем. Не знаю. Как по мне, это целая вечность будет делать этот квестик. Ну, этот конкурс. 200 киллов. С учетом того, что в среднем в победном бою, наверное, даже 5 киллов это норма. Ну, это в среднем, потому что иногда бывают бои, что, ну, как-то очень слишком изи, очень слишком, вообще, наоборот, тяжело. И каждый раз получается все по-разному, и поэтому сложно сказать, что и как будет. Но 5 киллов, я думаю, в среднем можно сказать, что будет. И, то есть, ну, 5 киллов это дофига. За 10 боев у вас только 50 кило будет. То есть нужно 40 боев сделать. Ну, если при таком раскладе, да, 40 боев Зуби. Победных. Угу. Ну, можно, конечно, проигрывать, но делать по 5 килов, да? Но все равно это почти нереально, как по мне. Если ботов не учитывается, ну... Это, причем акция, знаете, она на день вроде как дается. То есть не на 2 даже. То есть, ну... Я не знаю, короче. Это разрабы Зубы, и я в эти акции не хочу душиться просто. Потому что они слишком душные, они неадекватно нереальные. Тебе просто нужно сидеть сутками играть, чтобы хотя бы шанс был выполнить, понимаете? Я не говорю про то, что им можно будет выполнить. Говорю, что шанс появится на это. Черепаха сейчас убиваем. Я, блин, промахиваюсь здесь, короче. Сейчас мы залетим в этих ребят. Феромоны, серьезно, удяры, что ли? Очень интересно. Очень интересно, но мы все равно сейчас убьем. С феромонами без вам меня не победить. До свидания, Яра. Сейчас А, нет, у меня есть. Сейчас приземлимся на Яру. Надо ее добить, чтобы она не мешала. Так, вот кто меня только что оттолкнул?
Как же... Вот посмотрите на мою бесполезную команду. Противники просто стоят, ничего не делают, резают своих союзников, а этих даже одну тычку им не могут сделать. Вот представьте, насколько... Ай, как же им сложно играть, наверное. Это ж целую одну тычку надо сделать, да? Когда я соло-сквад убиваю. Да вообще, это ж слишком невероятно. Зато легендарный дроп забрать они первые. Полезные, полезные, да. Бачок залутал. Просто у меня слов нету по поводу жирафа. Вот реально нету слов по поводу этой неадекватности в том плане, что... Что он делает? Он даже в меня не атакует. Ой, какие же они... А сам прикольно, он меня не попадал, то есть там не было анимации того, что он меня попадает. Он просто стрелял куда-то рядом со мной, а в меня выстрелил и залетали. 14 орел, ну привет, друг. Сбежать не сможешь. Зебра. Что мне с командой? Я их даже резать не буду. Просто будем сейчас пытаться победить в этом бою. Хотя нет, наверное, все-таки Фей надо резнуть. Ну вот зачем я это сделал? Вот на кой я пошел их резать, этих неадекватов, а? Вот на кой? Вот почему именно сейчас сандали святого должны были пригодиться? Бесит меня очень. Да блин, куда он стрельнул только что? Вы видели эту дичь? Я ничего сделать не могу, понимаете, в чем проблема? Вот, он, видите, он таймингом меня побеждает. Вот, все. Просто пошел резать этих больных сокомандников. Вот зачем я это сделал? Ай, знал же, что не надо. Не надо было этого делать. Ой, как назло, вот знаете, сандали святого только снимаешь, чтобы быть более, ну, чтобы эти гении могли хоть немножко жить за счет того, что у тебя есть дефибриллятор. И за сандали святого ты не можешь ничего сделать. Парам-парам-пам. Точнее, из-за их отсутствия. Ой, не горит у меня вообще ни разу. Ну что есть, ребятка, что есть. Такой вот сегодня у нас птица-орел. Конечно, он хорош, конечно, он нагибает, но просто надо забить на команду. В командных боях, да. Именно так. Нужно сначала убить противника, а потом спасать этих гениев. Потому что, ну, вы видите, да? Что получается, если их идти спасать, как бы толку ноль. А по КДшке вот как получилось. Тайминги, конечно, да, сыграли очень важную роль. Если бы не они, я бы, наверное, вытащил бы этого орла, но... Что получилось, то получилось. Как говорится, отсутствие аптечек и таймингов сделали поражение. Такие дела. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.